Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Что произойдет, случится со дня на день? Не ставлю специально каких-то временных рамок, в среднем возьмем неделю. Не планируйте куда-то далеко. Если это будет интересно, мы можем повторить, потому что вижу, у нас сейчас так быстро развиваются события, и, кстати, планетарно до конца года какая-то путаница, неразбериха может быть. Поэтому есть у меня планы делать на более короткие сроки. И будем реалистами, у кого-то вообще ничего не проиграется, правда? Это один из тысячи вариантов. Но иногда именно вот эти карты показывают более короткий период. Может и 2-3 дня, у кого-то до 2 недель растянется. Я такое тоже допускаю. Все же тут нет четких временных рамок, ограничений, мои дорогие. Давайте узнаем. Что же там со дня на день? Хотя бы в целом какой там фон будет, с чем мы можем столкнуться, может быть и неожиданности какие-то. Хотя ретро-меркурий пока я делаю и в ближайшее время, в ближайшие дни, это еще 10-11, где-то последние уже реверансы. Меркурий делает, а потом к середине месяца события убыстрятся, а к концу так и того быстрее. У вас солнце. Вы знаете, это какой-то как выбор правильного направления. Всегда говорю, по Солнцу это именно направление, какая-то траектория. То, что это ваши приоритеты называется. И тут, конечно, это может проигрываться в любой сфере жизни. Но это радость, безусловно. Или Его Величество случай, такое тоже допускаю. Или когда что-то для вас складывается очень даже неплохо. Одним словом, вы остаетесь довольны. Если даже не всем, выпадает у вас, смотрите, это у нас цепи. Это не есть какая-то конкретика. Это может быть как и внутренняя неуверенность или внутренняя тяжесть. Вы в чем-то можете сомневаться, получится, не получится. Короче, вы можете тут себе устроить ненужную философию. А тем не менее, в нашем пасьянсе мы можем крайние ряды складывать. И вот смотрите, часы добрые перемены. Ух ты, а тут еще у вас выпадает голубь. Это благополучие. Это, знаете, вот именно благополучие, когда все складывается так, как надо, все идет так, как надо. Это когда вы действительно останетесь чем-то довольными, но это не есть какой-то узкий промежуток только времени. Да, может быть событие, новость, информация, документ, тут у кого что, но это продолжение какое-то благополучное. Это для вашего добра, это для счастья буквально какие-то перемены, такие более позитивные. И смотрите, вы можете сомневаться в ком-то, ангел. Или вы сомневаться в собственном успехе можете. Или еще там в чем-нибудь. Правда, мы люди, у нас сомнения, к сожалению, нас часто останавливают. Эта карта может еще также говорить, как помощь высших сил или, знаете, не случайная случайности или как стечение обстоятельств. Может быть, и помощь конкретной персоны, я такое допускаю, но тут какой-то жизненный пазл у вас складывается очень правильно. Смотрите, может быть, встреча долгожданная, бокал. Либо вы едете в гости, либо к вам едут гости. Все же это гости в первую очередь. И все равно, вот какая-то червоточина, это вот ваше восприятие. Как вот эти цепи, это не есть какая-то конкретика. Но это то, что какой-то осадочек нас постоянно гложет, да? И здесь вот тоже гости, а у вас череп. То есть вы что-то себе можете тут надумать не в ту сторону. А по факту оно все обстоит совершенно иначе. А смотрите, тут у вас как... Надо же, как интересно. Напишите мне потом. Корабль, один из символов, кстати, Меркурия. И это как выбор направления тоже отчасти. Но работа с информацией. Может быть, и для вас много интересов, но вам нужно будет что-то выбрать одно. В этом пасьянсе это у нас исполнение желания. А при этом, при всем, спокойное течение жизни. И вы тут можете себе, конечно, и сомневаться, или тут много размышлять. А вот для вас как будто жизнь складывает какой-то хороший, очень добрый узор или какую-то очень интересную перспективу. А вот, кстати, смотрите, у вас выпадет, причем так, в одном квадрате,
Спокойное течение жизни, исполнение желаний и лицо. Ну вот эта цыганка, может быть, поэтому и называется цыганский пасьянс, хотя прописано не цыганка, а именно персона, лицо. Это тот человек, которого мы либо недостаточно знаем, либо это человек, который, ну, временный вот в нашей жизни. Может быть, это какой-то чиновник даже, да, или просто контактное лицо, с которым мы сотрудничаем, или нам человек необходим для того, чтобы какое-то дело обустроить, решить тот или иной вопрос. Но для кого-то из вас это может быть знакомство, когда вы куда-то отправляетесь. Или, может быть, вы планируете какую-то встречу. Вот здесь что-то такое интересное может закрутиться. Но, кстати, я могу предположить, что что-то у вас может быть и отложено. Или как будто вы видите закрытый сейчас путь. Вот быстро я не могу что-то сделать. Замок. Хотя для кого-то, может быть, и будет, как знаете, собирались, допустим, в гости поехать вот побыстрее или к вам люди. А тут вот что-то переносится. И вместе с тем у кого-то проиграется, что не едет какой-то к вам человек, а вы скажете: и слава богу, я не хочу и не надо. Или ваша какая-то поездка, может быть, которую вы внутренне к ней готовились, но вам не хотелось. Вот здесь я вижу, что как будто то, что нужно, оно завершится. Или, может быть, своеобразная пауза, когда и вам не нужно куда-то торопиться. Все приходит в свое время, мои дорогие стрельцы. И даже если, ну, пространство Вселенная откладывает что-то на потом, кто знает, может быть, на потом какой-то путь будет отложен, и там произойдет либо какое-то очень доброе событие, которое касается вас, или судьбоносное знакомство. Это может быть не обязательно даже личной жизни касаться, а, опять же, персона какая-то, если мы добавим, да, вот близко карты расположены, значение карт. Это тот человек, который вам нужен. А вот поедете вы теперь, и вы его не встретите. И поэтому тут идет что-то по воле высших сил. И если вот складывается именно такая дистанция по времени, или даже идет с задержкой, то это, я так вижу, для вашего блага. Поэтому не гоните лошадей, мои дорогие стрельцы. Тут что-то для вас все равно будет более чем со знаком плюс. Смотрю, что у нас еще совпало, потому что в нашем пасьянсе мы можем сложить крайние ряды. И пока я с вами говорила, я не вижу ничего, что у нас еще совпадает. Давайте мы с вами узнаем, какое настроение будет у вас в связи с этими событиями. Хотя тут, вы знаете, тут как и воодушевление может быть, так и досада может быть. Нам ведь тут говорили, и цепи выпадали, и переживания вот эти напрасные. Так что ж там за настроение? Дурацкое, хочется так и сказать, да? Непонятно, не то радоваться, не то огорчаться. Вот у кого-то такое может быть. И, собственно, противоречивые где-то значения нам выпали в пасьянсе. Будем реалистами. Мы чувствуем себя в каком-то деле словно новичок или ученик, или когда я вообще не знаю, как тут поступить. Или вообще, знаете, бывает иногда так. Жизнь нас так закручивает, заставляет пересмотреть сроки, планы, что-то корректировать. И вроде бы мы распланировали. Мы уже, может быть, даже куда-то билеты купили, а тут на тебе, тут все перепланирует пространство. Вот если куда-то вы не попадаете или попадаете с задержкой, а вы тут ничего не можете как-то изменить, понимаете? Примите как данность, мои дорогие стрельцы. Это ведь карта, знаете, такой глобальный смысл. Хаос перед началом творения. Уже то, что должно быть закончено, оно постепенно заканчивается, а будущее еще не родилось. Вот мы можем испытывать вот это состояние, когда и да, действительно, ведь по этой карте у нас больше сил, больше бодрости, мы хотим путешествовать, мы хотим видеть мир, мы хотим что-то изучать. Сама по себе активность, но это при всем при том, что на прежний опыт мы как-то не можем положиться. Но настроение хорошее по нулевому аркану. Не замечтаться все-таки тут тоже будет важно. Вот смотрите, может быть и придется какой-то решать вопрос по финансам. Кстати, нам говорят, ты тут можешь, если вы сейчас, например, думаете, что вы не можете совершить какие-то согласования, или у вас как какие-то связи словно утекают из рук, то тут, скорее всего, контакты продолжатся, по крайней мере, на ближайший период времени.
Потому что жонглер, тут есть взаимодействие. А еще это карта спонтанного маршрута. И быть легким на подъем. Быть готовым взаимодействовать с разного рода людьми, может быть, говорящими на разных языках. У нас тут тоже, кстати, корабль. И вот это, видимо, все, когда у нас достаточно, ну, может быть, и мужество, а главное, это внутренний интерес, как какой-то, знаете, энергетический запал идти вперед. Любой драйв, только бы не болото. И вот если вот такую себе позицию поставить, ну, тут и настроение будет соответственное, и темп жизни будет соответственный, но взаимодействовать, скорее всего, придется. Усталость может быть. Но, видимо, какой-то подобный период жизни вам необходимо пройти. Какое же там еще настроение? Вот, смотрите, двойка пентаклей. Двойка пентаклей – это вообще некоторый базис. А тройка жезлов – это карта будущего. И нам человек, который стоит, опять же, посмотрите, правда, у кого-то путешествие, может быть, перемещение не очень далеко, у кого-то по кабинетам, я такое допускаю, документы подготовить, что-то согласовать, что-то подписать, может быть, у кого-то через банки. Вот я такое тоже, мы все-таки разные, перекладывайте на себя. Но тут, если мы говорим о настроении, вам нравится чем-то заниматься, мои дорогие, и пусть даже вот этот хаос внутренний мы испытываем, или, как я сказала, дурацкое настроение тут. Как тут успеть везде и всюду? Или как тут примирить, может быть, одно и второе? Или как соединить в какой-то красивый узор? Тоже пока непонятно. Но драйв, он берет свое. И, может быть, и будет какая-то заминка, остановка. Вот я об этом говорила по картам пасьянса. Так вот, тройка жезлов говорит, что это мы сами берем какую-то паузу. Вы тоже можете взять паузу, потому что нам нужно словно проанализировать, все ли мы взяли с собой в будущее. Вот и у вас что-то вы будете такое грандиозное планировать и с головой уйдете в какой-то проект. У кого-то это будет касаться работы и финансов, а у кого-то одновременно переездов далеко, может быть и по работе, а может быть и по другим каким-то обстоятельствам, а может быть и личная жизнь, не говорят. Но скучать будет некогда, настроение хорошее. В каких сферах жизни, мои дорогие стрельцы, вы будете принимать важные решения? Ох, император. Согласование, документы, согласование с банками, встречи, контакты с какими-то вышестоящими либо лицами, организациями, руководителями. Это все то, что по закону. И если мы даже вверху нулевой аркан, мы не знаем, как работает в отношении нас закон, как работает в отношении нас какие-то положения законодательные. Вот тут самое время так беспристрастно, холодным умом, ну, некоторый хаос из собственной жизни убирать, узнавать. Потому что где-то карта дает вам подсказку. Стрелец, ты должен знать, вот как и работает закон, как и какие положения работают в отношении тебя, чтобы ты в будущее собрался. Поэтому у тебя не должно быть какого-то просчета, чтобы не было какой-то обратки. Может быть, перед тем, как ты отправишься вот в это путешествие, ты должен привести в баланс те дела, которыми ты занимался прежде. И вот знать наверняка, или мы говорим, это система иерархии, закона, власти, карта император. Если вы где-то подзастряли в одном кабинете, или какое-то дело у вас не движется, я уже об этом не первый раз говорю за наш прогноз, будьте к этому снисходительны, потому что не надо что-то ускорять. Есть дела, которые вы должны сделать как-то очень красиво, грамотно. Может быть, и завершить элегантно, я такое тоже допускаю. И, кстати, если мы сталкиваемся с чиновниками несговорчивыми, то представителей власти по этой карте мы не гладим против шерсти. Примите этого внимания, вам будет проще договориться. Мои дорогие стрельцы, солнечные люди. Так, ну ладно, в какой еще сфере жизни вы будете принимать важные решения? Вам придется договариваться раз и что-то увязывать по деньгам, это два. Чтобы не было, ну, какой-то, знаете, финансовой нестабильности и чтобы не было дистанции по договоренностям. Дистанция имеется в виду конфликта. И здесь вы не можете выбирать одно или второе. Вам придется все вместе соединять. И финансы, и договоренности,
И в конечном итоге это, знаете, как не есть выбор. Мы можем думать, что вот я должен выбирать, а тут нет, тут вам придется что-то согласовывать, потому что на кону какое-то новое направление. Может быть, это вы новость получите. И планы были ваши одни, а тут, понимаете, нет, тут мне надо что-то переигрывать. И работа правильная с информацией. Перепроверяйте, кстати, по ретро-меркурию. Такая сбивчивая информация может быть. Утром одно сообщение, вечером другое или на следующий день. Доверяй, но проверяй. Но это вестники пажи. Но и ваша решимость на что-то, как новый этап жизненного пути. Ладно, давайте достанем карту следующую. Поездки, перемещения, сами по себе, переезды или путешествия. По деньгам и по личной жизни, вот как будто так. И надо сложить, опять же, в какое-то единое целое. И единственная карта в колоде, это у нас отчасти похож на мага. Но если у мага 4 стихии в руках, у короля кубков 2. Это где-то материализм, финансы и чувства, эмоции. И он не добавляет в рациональные вопросы эмоций. Он не делает свою жизнь путанной. И наоборот, то, что нужно посчитать, вот там надо быть реалистом и без эмоций. Вот, видимо, с какими-то прояснениями подобных ситуаций. Опять же, по финансам и, может быть, личной жизни. Или вот вашим личным интересам, мои дорогие. С этим будут связаны перемещения. А у кого-то перемещение с семьей. Может быть, и в отдых, в отпуск. Или встреча, может быть, с человеком, родственником, близким человеком на расстоянии. Вот вам будет все время казаться, такое может быть, я должен выбрать, а вы тут не должны выбирать. Вот, кстати, на поездки и перемещения. Если вы задумали какое-то дело, но вы не знаете, выгорит, не выгорит, то тогда карта будет совет давать. А ты туда отправься и посмотри своими глазами. Или переговори с конкретным человеком. Устраняй эту двойственность не путем догадок, а путем конкретизации. Не позволяй чувствам закрыть тебе буквально глаза и создать какую-то темноту. Тут словно все реалии лежат на ладони, поэтому тут именно надо согласовать, объединить, а не выбирать. И вот когда, наверное, исключите эмоции, мы уже с вами говорили, они вам здорово мешают, потому что к вам идут возможности, а вы их буквально можете не увидеть. Да, будет и то, что вы будете завершать. Будет то, что не может быть продолжено. Но это по десятке мечей мы сами закрываем в прошлую дверь, потому что нам не интересно. Значит, шаг за шагом какая-то ясность у вас наступает, и где-то с этим будут связаны ваши перемещения. Или прояснить, может быть, банально, поехать к юристу, адвокату, разобраться, как в отношении меня работает закон. Давайте мы узнаем, продолжение следует вот всей этой ситуации. Вот нам снова говорят, ты тут не настаивай. Любой конфликт вам не добавляет ни улыбок на лице, не помогает решить какую-то ситуацию. Даже если, может быть, знаете, какой-то персонаж до зубного скрежета вам надоел, мои дорогие, или какая-то история, хочется настоять на своем. Пятерка мечей – это первая победа. Когда мы можем высказаться резко, но мы ничего не докажем. Человек уходит при своем мнении, и мы ушли в другую сторону при своем мнении. Вопрос остался нерешенный. А мы говорили, тут соединять, согласовывать нужно. Поэтому вы можете закрыть, как какой-то гештальт, а можете словно так резко, знаете, ну, какую-то правду, может быть, и правда на вашей стороне, вы можете высказать, но она не будет воспринята, будет конфронтация. А вам конфронтация явно не помогает. Вам, наоборот, все острые углы как-то нужно обойти, это вам во благо, потому что что-то вы и не видите, что-то и вы где-то можете надумать. Или, мои дорогие, что такое правда истина? Она вроде как есть, но мы живем в такое сложное время, то, что мы вчера, нам казалось или мы считали совершенно правильным, а вот по-другому это невозможно. Ну, согласитесь, за последнее время настолько перевернулась жизнь, она нас заставляет быть гибче, мудрее. И вот что-то подобное на продолжение вам советуют карты. Да, все то, что я сказала.
Посмотрите, именно умение, может быть, даже если правду подать, то вот как Марк Твен сказал, правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце. Никому ничего не докажем. А вот волшебная способность договариваться, посмотрите, праздник после победы, 4 жезлов. И это касается дела, работы, бизнес, потому что это жезлы или откуда к вам приходят деньги. И одновременно близки нам расположены на этой карте, да, семья буквально. Поэтому, видимо, сдерживать себя где-то придется. И ведь нет никаких предпосылок, чтобы, ну, где-то у вас были такие сомнения. Но, может быть, это внутреннее такое чувство, что вот должно быть так, а не иначе. А нет, тут мы в такое время, опять же, с вами живем, что тут периодически все с ног на голову переворачивается. Или вы сами можете чего-то не видеть. Первый аркан нулевой. И торопиться не надо, тут надо осмотреться, мои дорогие стрельцы. И поэтому вот такие энергии вам помогают. Причем на долгий период времени, помните, у вас карта значения Солнца и при этом благополучие. Как добрый какой-то человек, помощник в вашу жизнь идет. А мы тут такого можем себе надумать, что нет, это какой-то чей-то хитроумный план. Да, вот цепи и ангел. У вас цепи, а по факту ангел. Или у вас тут переживания, а тут наоборот нам говорят гости, какое-то может быть продолжение. В конечном итоге это идет или ведет к исполнению желания, спокойному течению жизни. И даже если путь закрыт, хорошо, откроется он позже. И для вас больше возможностей. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.